Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака на период с 1 по 15 декабря. Такой немножечко необычный таро-разбор сегодня у нас, который я не делаю обычно. Он будет таким большим и на 2 недели. Расклады по неделям, как я обычно делаю. В этот раз я сделаю в виде шорцев, то есть на каждый день недели по одной карте буду выкладывать. Ну и выкладывать эти видео, думаю, вам тоже такой вариант подойдет, понравится. Надеюсь, никто не будет против такого на этой неделе, по крайней мере. А дальше посмотрим, как будет получаться. Итак, период с 1 по 15 декабря. Что ожидает представителей знака Водолей? Какие карты у вас сегодня выпадут? Итак. Смотрю сразу же, чтобы они все помещались в объектив, потому что очень большой разбор, да, чтобы хватило места. Так, ну вроде бы все поместилось. Итак. Что здесь у нас есть? Первое, что у нас есть карта правосудия, которая показывает здесь, что что-то должно произойти по справедливости. Вам, возможно, не совсем нравится то, что происходит. Вам кажется, что нужно как-то поменять ситуацию, может быть, привести к какому-то справедливому решению. Хочется от кого-то честности, ответственности, решения каких-то, может быть, юридических вопросов конфликтных, которые с кем-то у вас есть. То есть есть шанс здесь добиться какой-то справедливости, может быть, в отношениях или в отношениях кого-то на работе или в какой-то рабочей ситуации. Карта справедливости, правосудия, да, как должно быть по справедливости, по правосудию. Но в целом вы находитесь в таком очень хорошем состоянии, то есть очень боевое, приподнятое настроение по принцу и принцессе жезлов, то есть очень много огня, очень много пылкости, очень много страсти и энергии. Вы понимаете, что нужно предпринять некоторые действия в отношении своей жизни в целом или в отношении какой-то конкретной ситуации, но вы на данный момент очень и очень сильны в этом. Вы готовы над чем-то трудиться и работать по 8 пентаклей. Вы здесь готовы прикладывать усилия в каком-то деле. Готовы, может быть, выполнять какую-то работу, которая будет приносить вам деньги, потому что могут быть какие-то финансовые трудности или необходимость экономить из-за того, что меньше получаете, чем хотелось бы. То есть вы понимаете, что нужно над чем-то трудиться, над чем-то работать. Но в любом случае дела переходят на следующий этап. Для кого-то из вас здесь есть надломленные ожидания. То есть по 7 пентаклей, когда вы ожидали каких-то событий, действий, но это не произошло в отношении другого человека, и вы ждете результатов, ждете сообщения, ждете какого-то действия, либо материальная составляющая, деньги, то есть кто-то, может быть, не выплатил вам какие-то деньги или выплатили меньше, чем хотелось бы. То есть есть какая-то такая вот негативная ситуация, связанная с финансами, с деньгами. В любом случае не стоит из-за этого разочаровываться, расстраиваться, потому что по 8 пентаклей вы планируете рост, развитие, и у вас очень сильная эта энергия ожидания, то есть вы настроена на то, что, может быть, то, что вы уже сделали, все-таки даст какой-то результат, какой-то хороший итог, какие-то хорошие плоды. Возможно, вы просто не получили их на сегодняшний момент, сейчас, но они будут и будут все-таки позже, но они будут. Но в любом случае вы сейчас как будто бы очень-очень независимы вот в этой энергии принцессы и принца жезлов, такие свободные, в свободном, ясном таком состоянии ума, и хотите больше проявлять себя, больше действовать. Для кого-то из вас, возможно, даже происходит какая-то такая энергия, не то чтобы беззаботная, но такой вот импульсивности и порывистости. То есть здесь даже не так про размышления, здесь больше все-таки про порывистость, про страсть, про желание следовать со своими идеями, своими какими-то большими целями в жизни, которые вы ставите. В любом случае вам нравится делать то, что вы здесь делаете.
Давайте подумаем, что здесь еще у нас, собственно, есть. У нас есть очень хорошие позитивные вот эти карты. Карты колесницы и 8 жезлов. Для разных людей, конечно, это может разное означать, но, скорее всего, какие-то важные вопросы для вас будут решены в позитивном ключе. Еще и с картой мира. Здесь может быть какое-то путешествие или какая-то поездка, такая сильная энергетика путешествий. Так что, возможно, в декабре вы отправляетесь в путешествие или, по крайней мере, запланируете какую-то поездку. Поэтому, может быть, это и отражаться будет на ваших финансах. Это могут быть международные поездки, но вы здесь можете стараться сэкономить на каких-то билетах, каких-то переездах, каких-то поездках, которые здесь у вас происходят. Или какие-то билеты вам хочется по 4 пентаклей выкупить, допустим, которые вам очень хочется получить, там, не знаю, на какое-то путешествие. В любом случае, из какой-то негативной энергии, такого печального, удручающего состояния, вы переходите в более мощную стадию, более мощную энергию, которая здесь у вас имеется. И несмотря на вот это медленное развитие чего-то или неоправданные ожидания, какое-то эмоциональное такое вот подавленное состояние из-за этого с 8 мечей или эмоционального стресса, вы из этого состояния выходите, из этой унылой фазы и идете в совершенно новую фазу, которая будет для вас намного позитивнее, если так можно сказать. Но в целом вот энергия путешествий, поездок, она прям действительно здесь очень-очень сильная. Вот эти карты внизу, которые здесь у вас выпали. И эта карта 8 пентаклей, которая здесь есть в первой половине декабря, она показывает, что вам действительно предстоит очень много работать. И вы будете также заняты каким-то своим любимым делом. Возможно, вы будете работать над чем-то совершенно конкретным, над каким-то своим проектом или каким-то заданием. И будете заставлять какой-то свой бизнес-план работать, возможно. Будете сосредоточены больше на практической составляющей, на финансах, на своих делах. То есть достаточно хорошая карта для тех людей, которые здесь начинают какое-то дело тоже и развиваются в нем, и, может быть, учатся чему-то новому, какие-то тренинги посещают, какие-то семинары, то есть растут, меняются в плане своих навыков, да, своей карьеры. И также, если, кстати, у кого-то из вас есть здесь план купить машину, приобрести машину, здесь тоже может быть по 4 пентаклей и карте колесницы ситуация, где вы рассматриваете такой вариант, хотите удержать какую-то хорошую для вас, может быть, модель, какой-то хороший вариант, и при этом как будто боитесь потерять деньги, потратить больше, чем хотелось бы, но тем не менее решительно настроены, будете принимать решения, то есть будете делать выбор в этом вопросе, допустим, да, если мы говорим о выборе, может быть, поездки или, может быть, машины. В любом случае, даже, кстати, если это выбор касаемо бизнеса, работы, то здесь могут быть какие-то деловые поездки, тоже по 8 пентаклей, когда вы куда-нибудь ездите на какие-нибудь конференции, какие-то для повышения квалификации своей, какие-то тренинги. В любом случае, больше вы сосредоточены на финансах, на приумножении финансов. То есть они для вас будут очень важны, и вы хотите стабильности в финансовой составляющей. И хочется какой-то, что ли, роскоши, достатка, благополучия для себя, да, поэтому, собственно, вы это делаете, и поэтому ваше положение здесь улучшается. Вы также можете насладиться какой-то роскошью, то есть что-то такое себе тут приобретать, что-то себе такое вот создавать, какую-то зону комфорта, когда вы сможете расслабиться, наслаждаться роскошью, будете чувствовать себя достаточно независимыми, достаточно уверенными, даже где-то самоуверенными немножечко в первой половине декабря. Достаточно хорошие карты у вас здесь выпадают, Водолеи. Я думаю, что на этом мы можем наш сегодняшний расклад завершить на этот 2-недельный период или 2-недельный этап
для вас, кто планирует поездку, удачной поездки, удачного путешествия и в целом удачной работы. Если кто-то работает в этот период, может быть, какие-то деловые, да, бизнес-поездки совершает, тоже достаточно будут они хорошие, достаточно перспективные. Поэтому желаю вам всем на этом удачи. Подпишитесь, не забудьте, если вы еще этого не сделали, оставьте лайк, оставьте сообщение. Буду рада от вас почитать любую обратную связь. До скорого!